Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре у нас очередная новинка от бренда Poco, которая была представлена буквально пару дней назад, но на европейском рынке, скорее всего, представлена она не будет, но это не точно. И речь пойдет о Poco M7. Рассмотрим его основные особенности, выделю плюсы и минусы, а также в целом выскажу свое мнение о нем. Ну а ссылка на проверенного продавца, как обычно, будет в описании под этим видео. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что касается комплектации Poco M7, то она ничем не примечательна, кроме зарядного блока. Ведь если вы живете в европейских странах, в коробках зарядного блока вы уже не увидите. Обычная желтая коробка с надписью модели и технической информацией. В коробке вы, понятное дело, получаете USB Type-C, зарядный блок на 33 Вт, обновленный черный матовый чехол с бортиками для камеры, ну и, конечно, документацию. Также на экране смартфона будет еще наклеена защитная пленка, которой вполне хватит на первое время использования аппарата. Насчет дизайна Poco M7, то он повторяет наработки ранее вышедшего Poco F7. Что имеется в виду? Такие же закругленные края, габариты, да и экран. Но к последнему мы еще вернемся, понятное дело. Важный момент: за такую цену в данном сегменте не стоит ожидать, что у аппарата будут какие-то премиальные материалы корпуса. Задняя крышка полностью пластиковая, с различными цветовыми решениями. Как по мне, то, что в видео самое интересное из представленных. А боковые грани с закосом под металл, но это не точно. Теперь же рассмотрим органы управления, датчики и прочие компоненты корпуса. На лицевой стороне вы сможете найти фронтальную камеру, которая будет располагаться по центру, разговорный динамик, датчики и, конечно же, без какого-либо индикатора уведомлений. Нижние рамки у Poco M7, конечно, оставляют желать лучшего. Я думал, уже в 2025 году такого не увижу, но нет, компания Poco удивила. Снизу располагается порт Type-C, динамик и микрофон. Сверху есть только инфракрасный порт для управления бытовой техникой. На задней стороне у нас располагается два модуля камеры и одна вспышка. А по бокам все по стандарту. Это клавиша питания и клавиши управления громкостью и, конечно же, лоток для двух сим-карт или же сим-карты с картой памяти. С дизайном мы с вами разобрались, ну а что по экрану? Дисплей у Poco M7 премиальным не будет. Производитель сюда установил IPS-матрицу с сертификатом TÜV Rheinland, без всяких скруглений и прочего. Дисплей не обладает чем-то прям сверхвау, и меня немного это расстроило. Тут не будет каких-либо встроенных фишек для улучшения контента. Теперь же немного про спецификации дисплея. Экран тут уже диагональю 6,9 дюйма и разрешением в 2340 на 1080 точек. Хоть тут и IPS матрица, она будет поддерживать частоту обновления 144 Гц. И считаю, что это очень отлично для данной новинки, да и в принципе сегмента. Во время тестов экрана я пришел к выводу, что за данную цену этого дисплея вполне будет достаточно конечному потребителю. Ведь это устройство не стоит как самолет, и при этом больших ожиданий не стоит тут возлагать. Контент смотреть приятно, цвета без инверсий и также искажений. И также еще хочу напомнить о приятном моменте. На экране наклеена заводская пленка, что также будет приятным бонусом. Ну а что там по железу, спросят меня матерые геймеры. Poco M7 получает процессор Snapdragon 685, видеоядро Adreno 610, оперативку типа LPDDR4X на 6 гигов, ну и в целом ее будет достаточно для каких-либо там ваших потребностей. И конечно же накопитель тут установлен стандарта UFS 2.2 на 128 или 256 гигов. Дополнительно расширить картами памяти хранилище можно, и также мы с вами это записываем к плюсам данного устройства. Что касается мобильного гейминга, в целом пойдет как за эти деньги, да и в данном сегменте. Понятное дело, не стоит тут ожидать высоких показателей, но при этом поиграть в современные игрушки можно на средних настройках графики, ну а в некоторых придется все же ставить и низкие сетапы. Конечно, кто-то может из вас сейчас в комментариях написать, что могли бы и лучше камень сюда поставить, но как по мне, это нормальное решение для данного смартфона и ценового сегмента. Что же касается всеми любимых тротлинг тестов, то могу сказать следующее. Падение производительности не слишком большое. По вводным тестам, как и обычно, 100 потоков на 15 минут. Да и по правде говоря, я ожидал, что падение по тротлингу будет критичным, ну а тут просадка составила 13%. И все это дело без активации режима Game Turbo и производительного режима.
Теперь софт. Наверное, это самое болезненное у этой новинки. Poco M7 из коробки идет с HyperOS 2.2 и Android 15. Но хотя бы тут спасибо за актуальные циферки. Производителям также заявлено, что сроки поддержки будут составлять 2 версии оболочки и 4 года обновления патчей безопасности. Если говорить об особенностях HyperOS 2.2 в этом смартфоне, то не могу отметить плавности в работе, хоть при этом была хоть какая-то надежда, что новая прошивка пофиксит эти проблемы. Но нет, новых обновлений не прилетало. Система может фризить, подвисать и долго открывать приложения, что не есть хорошо на старте для любой модели. Также, как вы знаете, я люблю находить что-то новое и полезное в оболочках на наших новых аппаратах. И обычно эти поиски могут давать определенные результаты. Но в данном случае как-то все очень печально. Шторка серая и старая, новых фишек каких-то нет, ну кроме, конечно, статистики батареи. Но так в целом по софту эта новинка не может порадовать завсегдателей бренда Poco. Напоминаю, что, как и обычно, тут будет обилие приложений от Гугла. Имеется в виду вместо звонилки, контактов и сообщений. Но, как и обычно, с помощью разных методов заморозки приложух это можно все пофиксить. И также не забывайте делать оптимизацию HyperOS для лучшей работы с устройства. Ссылка на это видео будет в описании под этим видео. Ну а что там по камере? Тут также не стоит ожидать чуда. Она есть, ну и на этом спасибо. И также от себя хотел бы сказать следующее, что хоть сюда поставят 50 мегапикселей, 200 мегапикселей, на эти мегапиксели смартфон не будет фотографировать, ведь залогом хороших снимков нынче также является софт под камеру. Но здесь также есть особые такие моменты. Но, как говорится, это совсем другая история. Ну а теперь мы посмотрим с вами, что по модулям у Poco M7. Основной с оптической стабилизацией на 50 мегапикселей и модуль размытия глубины на 8 мегапикселей. Всего два модуля съемки, ну и в целом для среднебюджетника этого достаточно. Но как эти модули себя в принципе показали в ходе проведенных тестов? Полученные же фотографии оставили в целом нормальные впечатления, хоть и не без моментов. Делая снимки в светлое время суток, мы получаем в целом четкую, но местами с проблемой по детализации картинку, которую, конечно же, можно использовать для разных социальных сетей и прочего. Когда уже приходят сумерки, то изображение может плыть, появляются шумы, но на этот случай, как обычно, можно накатить Google камеру. Что же касается фронталки, то тут также все нормально. Модуль на 8 мегапикселей позволяет делать вполне пригодные селфи-снимки. Из доп. Фишек я, к сожалению, не нашел такого, как возможности спуска затвора с взмахом ладони, которое было во всех предыдущих моделях. Конечно же, нет эффекта кадр и, в принципе, нового ночного режима 2.0. И потому, конечно же, в плане софта под камеру производителям все было урезано. И последнее по данному разделу — это видеовозможности. Тут не стоит переживать, видео снимает, и это замечательно. Максимум мы можем с вами снимать Full HD в 30 кадров. Да, хотелось бы Full HD 60 кадров, но как бы увы. Из особенностей нового Poco F7 можно выделить следующее. У новинки нет стереозвучания, есть разблокировка с помощью AI Face Unlock. Конечно же, никуда в наше время и без модуля NFC, тут он есть и отлично работает. Сканер у нас встроен в клавишу блокировки смартфона и позволяет максимально быстро разблокировать устройство. 10 из 10 попыток он прошел. Теперь переходим к аккумулятору. У Poco M7 производителем была установлена батарея емкостью в 7000 мАч. Весьма недурно, согласитесь, как для современного аппарата. Ну и в целом батареи будет хватать на 1,5-2 дня автономной работы, но опять же, конечно же, в зависимости от вашего использования. Кроме этого, также не забывайте делать оптимизацию оболочки HyperOS, которая продлевает автономность вашего устройства. Что также интересно, у этой новинки изначально идет зарядный блок на 33 Вт, и полное время зарядки смартфона составляет около 100 минут. Ну и теперь с вами подведем итоги. В целом это типичное продолжение линейки Poco M.
В целом и общем аппарат можно рассматривать к приобретению, если ищете что-то недорогое и под повседневные задачи, но при этом также важно знать его ключевые плюсы и минусы. Основными достоинствами данной новинки я могу назвать следующее. Это IPS-экран с поддержкой частоты обновления в 144 Гц, расширение памяти с помощью карт памяти и актуальная версия софта. Из минусов тут можно найти следующее. Это материалы корпуса, очень сырое ПРО и слабая камера. Ну а если у вас еще остались вопросы по Poco M7, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.